Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанар. Это видеомастер-класс по вязанию сумочки из полиэфирного шнура. На этом мастер-классе мы с вами свяжем сумочку вот с таким красивым узором. Также узор у нас будет находиться и на боковых сторонах сумки. По размеру сумка получается шириной 27 см, высотой 21 см. Застежка у сумки магнитная кнопка, и внутри сумки у нас будет подкладка. На этом видеомастер-классе я покажу вам, как я шью подкладку для сумочек вручную, без швейной машинки. В описании под видео я оставлю ссылку на видеомастер-класс, где мы с вами свяжем вот такой ремешок для сумки. Это будет отдельное видео. Также еще хочу сказать по поводу сумочки, что сумку можно вязать не только из полиэфирного шнура, но и из любой другой пряжи толщиной 3-4 мм. Например, это может быть хлопковый шнур или джутовая пряжа, рафия или даже тонкая трикотажная пряжа толщиной 3 мм. Также обратите внимание на то, что сумка хорошо держит форму, но отчасти это благодаря тому, что я использовала внутри пластиковую канву. Подойдет любая канва с любым размером сеточки. Также можно не использовать канву, за счет плотности узора сумка сама хорошо держит форму. А я желаю вам приятного вязания и подписывайтесь на мой канал. Материалы для вязания сумки: полиэфирный шнур толщиной 3 мм, 250 метров. И крючок номер 4. А также я впервые использовала пластиковую канву, купила на Wildberries. И вы можете использовать любую размерную сетку канвы. Начинаем вязание, оставляем кончик нити 5 см, делаем узелок и затем набираем цепочку 22 воздушные петли. Вяжем первый ряд, пропускаем первую петлю, вводим крючок в заднюю полупетельку второй петли и провязываем столбик без накида. Так продолжаем вязать до конца ряда, всего 21 столбик без накида. Заканчиваем первый ряд. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для поднятия следующего ряда. И кончик нити поднимаем наверх, чтобы спрятать его внутри петель следующего ряда. Вяжем второй ряд. Вяжем второй ряд. Вводим крючок под первую петлю и провязываем полустолбик с накидом. Следующую петлю вяжем соединительный столбик. Далее опять полустолбик с накидом, соединительный столбик. И так продолжаем чередовать до конца ряда. Всего у нас должно получиться 21 петля. Вяжем один полустолбик и один соединительный столбик.
Заканчиваем ряд. Обратите внимание, что последняя петля у нас это полустолбик. Вяжем третий ряд. Вводим крючок за одну полупетельку и провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда, всего 21 столбик без накида. Вяжем четвертый ряд. Здесь мы вяжем снова узор, один полустолбик и один соединительный столбик. И так продолжаем чередовать до конца ряда. Вяжем пятый ряд, провязываем 21 столбик без накида, крючок вводим только в полупетли. Закончили пятый ряд. Кончик нити отрезаем и прячем внутри петель последнего ряда. Давайте измерим. Получается длина 18 сантиметров, ширина 4,5 сантиметра. Нам нужно с вами связать еще одну такую же деталь. Закончили, связали вторую деталь, ниточку не отрезаем. Получается, мы связали 5 рядов по 21 петле в каждом ряду. Теперь набираем цепочку 11 воздушных петель. Присоединяем цепочку к первой детали и провязываем соединительными столбиками 21 петлю. Итого у нас получается 53 петли. 21, 11 и 21. Вяжем шестой ряд. Вяжем наш узор. Один полустолбик и один соединительный столбик. И так повторяем до конца ряда 26 раз. И заканчиваем ряд одним полустолбиком. Итак, сначала на первом участке мы вяжем 21 петлю. Теперь мы переходим на цепочку воздушных петель. Следующая петля по рисунку у нас это соединительный столбик. Вводим крючок в полупетлю и провязываем нашим узором 11 петель.
И оставшиеся 21 петлю мы вяжем тоже по узору. Вначале это полустолбик, затем соединительный столбик, и так продолжаем до конца ряда. Закончили 6-й ряд, связали 53 петли. Далее вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду вяжем 53 петли столбиками без накида. И так далее продолжаем вязать в высоту до 38 ряда включительно. Вяжем по рисунку. 1 ряд столбики без накида и 1 ряд узором. Далее продолжаем, вяжем самостоятельно. Итак, мы закончили, связали с вами в общем 38 рядов. Давайте посчитаем только по тем рядам, где есть узор. Должно получиться 17 рядов с узором. И у нас получается по размеру эта деталь длина 42 сантиметра и ширина в широком месте 30 сантиметров и посередине 25-26 сантиметров. Теперь поделим нашу деталь на 3 части: 21, 11 и 21. Итак, нам нужно провязать еще 5 рядов нашим обычным узором по 21 петле в каждом ряду. Заканчиваем этот ряд и вяжем вплоть до той петли, где у нас был установлен маркер. Затем мы делаем воздушную петлю, переворачиваем и вяжем петли узора. 1 полустолбик и 1 соединительный столбик. И так далее. Продолжаем вязать до высоты 5 рядов. Заканчиваем, отрезаем ниточку и прячем кончик нити внутри петель. Если вы используете полиэфирную нить, также можно кончик нити слегка опалить огнем, чтобы он не крошился и не распускался. Одиннадцать петель посередине мы не используем, оставляем их непровязанными и вводим крючок на следующую петлю с маркером и вяжем наш узор тоже 5 рядов. В этом ряду мы вяжем столбики без накида, а со следующего ряда вяжем узор. Продолжаем, вяжем в высоту 5 рядов по 21 петле в каждом ряду. Мы закончили с вами вязать основное полотно сумки. Кончик нити пока не отрезаем. Связали здесь 5 рядов по 21 петле. Давайте еще раз измерим нашу деталь. Получается теперь у нас ширина 33 сантиметра. Теперь берем пластиковую канву. Можно взять с любой размерной сеткой, не имеет значения.
И мы ее укладываем только посередине, поэтому нам нужно измерить нашу деталь, именно середина, ширина и длина. Итак, измеряем, получается у нас ширина 25 сантиметров и длина 40 сантиметров. Слегка я ее уменьшила, потому что нам не нужно, чтобы канва выступала за края сумки. Вырезали такой же по размеру прямоугольник 25 на 40 сантиметров канвы, прикладываем к сумке и далее будем пришивать вручную. Я использую вот такую прозрачную мононить, которая похожа на тонкую леску. И аккуратно можно в каждое отверстие или через одно отверстие пришиваем канву прямо по краю сумочки. Канва у нас будет находиться внутри сумки. Я закончила, пришила канву внутри сумки, и стенки сумки стали более жесткими. Вот так у нас будет находиться канва внутри сумочки, вот так у нас будет выглядеть сумка снаружи. Итак, теперь мы оставляем кончик нити примерно 1 метр и далее будем пришивать 2 боковинки друг к другу вручную. Кончик нити я слегка опалила огнем, чтобы он не распускался, потому что он у нас будет использоваться нитка многократно при пришивании, и было здесь удобнее ее опалить. Теперь закрываем последнюю петельку и далее можно пришивать пластиковой иглой либо крючком. Итак, здесь у нас по краю 21 петля. Все петли мы пришиваем с двух сторон друг к другу. Получается, нам нужно сделать 21 стежок. Готово, я пришила 2 боковинки друг к другу. Теперь отсчитываем от края 5 петель, на шестую ставим маркер и остается еще 5 петель, то есть маркер ставим ровно посередине. Переводим нитку на правую сторону на уголок и аккуратно пришиваем. У нас 5 рядов связано, поэтому здесь у нас будет ровно идти 5 петель, пришиваем к 5 рядам. И в середине, на ту петлю, на которую мы поставили маркер, нам нужно соединить эту петлю ровно с серединой между боковинками сумки. И далее остается еще 5 петель до края. Кончик нити можно аккуратно спрятать внутри петелек в любом ряду. Готово, мы пришили одну боковинку. Теперь с противоположной стороны сумки точно так же пришиваем вторую боковую часть. Закончили, пришили обе боковинки. И теперь нам нужно сделать обвязку верха сумки.
Вводим крючок в самую первую петельку на краю сумочки. Захватываем новую нитку, оставляем кончик нити и прячем его внутри. Провязываем воздушную петлю, потом в эту же петлю провязываем столбик без накида. И далее продолжаем. Давайте посмотрим на рисунок. У нас все время рисунок повторяется. Идет одна петля такая и вторая петля немножко другая. Вот они парами идут. Мы вводим крючок в каждую из этих петель и провязываем столбиками без накида. И так продолжаем вязать по кругу до конца ряда. При этом те петли, которые у нас находятся между боковыми деталями в стыке, мы их тоже провязываем. Заканчиваем этот ряд, и вот здесь петля, которая находится у нас в стыке между боковыми деталями, мы в нее тоже провязываем столбик без накида. Далее вводим крючок только за одну полупетельку и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 88 петель. Итак, мы продолжаем с вами вязать по кругу в высоту всего 5 рядов с соединительными столбиками. Мы закончили, связали 5 рядов соединительными столбиками. Останавливаемся в том месте, где мы с вами начали обвязку верха сумки. Вот это место у меня. Кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петлю. Пришиваем магнитную кнопочку. У меня вот такая пришивная кнопка с 4 отверстиями. Прикладываю ее ровно посередине, две части кнопки с противоположных сторон сумки. И пришиваю с помощью тонкой лески мононити. Вначале нужно ниточку закрепить ровно посередине под кнопкой. И затем уже прикладываем кнопочку и подшиваем все 4 отверстия на одной половинке кнопки и с противоположной стороны сумки на второй половинке кнопки. Готово. Пришили магнитную кнопочку ровно посередине сумки прозрачной мононитью. И далее мы с вами будем шить подкладку для сумки. Далее мы шьем подкладку. Для этого нам нужно измерить сумку. Мы измеряем ширину. Это у нас 32 сантиметра. И также откроем сумку и измеряем изнутри общую длину. У меня это получилось 42 сантиметра. Теперь переносим эти мерки на ткань. С учетом припусков с двух сторон получается отрезок
34 на 44 сантиметра. Вот так он будет у нас внутри располагаться в сумке. Теперь вот здесь нам нужно прошить. Я буду шить вручную. Складываем эту деталь пополам и аккуратно пришиваем. Продолжаем шить самостоятельно до конца и точно так же прошиваем край с другой стороны подкладки. Я закончила, прошила оба края подкладки, и теперь нам нужно оформить донышко сумки. Для этого мы берем нашу сумочку, измеряем ширину донышка, это у меня примерно 8 сантиметров. Теперь беру подкладку и аккуратно складываю ее таким образом, чтобы определить углы на донышке сумки. На этих уголках нам нужно отмерить точно так же по 8 сантиметров, и эти стороны нам нужно прошить. Вначале мы просто прочерчиваем линию 8 сантиметров. Также для удобства я подкалываю иголочкой, чтобы мне было удобнее шить. И то же самое делаю с противоположной стороны сумочки. И далее прошиваем уголки и определяем таким образом, выделяем донышко сумки. Закончили. Теперь у нас готово донышко сумки. Уголки можно отрезать, либо оставить. В принципе, они не мешают. Теперь можно вложить подкладку в сумку и определить, сколько нам нужно отогнуть сверху. Итак, вот здесь сверху можно отогнуть примерно 1 сантиметр. Для этого нам нужно отогнуть и проутюжить это место, для того, чтобы нам не шить лишнего. Мы просто проутюжили, теперь вкладываем подкладку в сумку и подкалываем ее иголочками с 4 сторон равномерно. Итак, теперь мы с вами прошиваем вручную потайными стежками. Делаем короткий стежок через подкладку и захватываем одну петельку. И так продолжаем шить по кругу до конца. Готово, я пришила подкладку к сумочке. Вот такая получилась у нас подкладочка. И также я связала ремешок для сумки. Вот так сумочка у нас будет сложена. Видеомастер-класс по вязанию ремешка для сумки вы можете посмотреть отдельно в
описании к этому видео я оставлю ссылку на видео мастер-класс по вязанию ремешка. Давайте его измерим. Примерно получается длина, без учетов карабинов, держателей для сумки, около 65 сантиметров. Для того, чтобы прикрепить ремешок к сумке, вначале я продеваю по краю сумки колечки и затем уже на эти кольца прикрепляю карабины с ремешком. И вот наша сумочка полностью готова. Мы связали узор, прикрепили канву, соединили боковые детали, установили магнитную кнопочку, а также пришили подкладку и связали ремешок для сумки. Сумочка очень хорошо держит форму, твердая. При этом она у нас не очень большая. У меня ушло ровно 250 метров шнура. Сумочку можно стирать. Вообще сумки из полиэфирной нити можно стирать в холодной воде и сушить горизонтально. Теперь давайте измерим по размеру. Сумка получилась высотой 21 сантиметр, шириной 27 сантиметров. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Пишите ваши комментарии, какие еще мастер-классы вы хотели бы увидеть на моем канале. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт Нитка KZ. Всего хорошего, до новых встреч!